Всем привет! Сегодня мы будем делать обзор и тесты нового офицера донатного, который у нас выйдет в совсем скором времени, в течение пары недель. Этот офицер из донатного бара на бомбардировщик. Давайте посмотрим его навыки, а потом перейдем к тестам. Первый навык. Тактический навык. Коэффициент урона 1800 плюс коэффициент урона 500. Условия коэффициента урона 500. Он с вероятностью 30% наносит урон от 1 до 6 клеток. Вот, то есть у нас, например, Liberty бомбардировщик, вот он бомбит на 7 клеток, и, соответственно, на 6 из них дополнительно с шансом 30% у нас нанесется урон с коэффициентом 500. Вот. Дальше. Следующий навык — атака. При нападении на вражеские войска интенсивность урона подразделения повышается на 35%. Дальше мы в тестах разберем, как это конкретно работает. То есть посмотрим, работает ли это против войск, работает ли это против баз, например, хотя тут и написано конкретно на войска. Как оно работает на истребителях. То есть в защите работает или только в атаке оно работает. Все это вы увидите дальше в тестах, можете посмотреть по тайм-кодам. Третий навык. Усиление навыков офицера этого бомбардировщика повышается на 25%, и усиление обычной атаки еще на 25%. Очень хороший навык, который можно в целом куда-то расшарить на ваш другой бомбер. Просто хороший навык. Дальше навык из категории особый. Повышает эффективность бомбардировки на 15% и ОЗ на 30%. Я считаю этот навык очень-очень хорошим, потому что это у нас особый, это значит вторая клетка. То есть мы можем на наш бомбер нацепить 2 каких-нибудь урона и еще вот этот особый навык. Эффективность бомбардировки — это как перезарядка у арты. То есть сокращает время между бомбометаниями. То есть у нас всего 4 бомбометания, 4 заходика на бомбардировку, и между ними, между всеми сокращается время на 15%. И также плюс ОЗ 30%, это тоже очень хорошая цифра. Вот, особенно для особого навыка. Дальше смотрим пробуждение. Пассивный навык. Когда бомбардировщики наносят урон, 10% от урона будет преобразовано в щит на 4 секунды. ОЗ щита не может превышать 20% от максимального ОЗ подразделения. Казалось бы, выглядит как бесполезный навык, как и, собственно, почти все щиты в этой игре. Но нас ждет новое обновление 12.6, в котором у нас пофиксят быстрый возврат бомбера на базу. То есть это тот момент, когда вот мы летим на бомбардировку, и когда наш уже самолет только начинает сбрасывать бомбы, мы его сразу забираем. То есть даже еще когда анимация не прошла или анимация может не появиться, но мы бомбер уже забрали, он уже летит на нашу базу. И мы не получаем урон. Так вот, это все пофиксят в следующем обновлении 11 сентября. И мы сможем забирать бомбер только после того, как пройдет вся полная анимация первой бомбардировки. Тогда мы сможем его забрать. То есть либо до бомбардировки забираем, либо после полной. То есть мы не сможем больше абузить вот этот момент. И как раз таки этот щит нам здесь очень-очень нужен, потому что поскольку бомбер мы быстро вернуть не сможем, то есть он будет впитывать урон. И как раз он начинает впитывать урон, сбрасывает бомбы, получает щит, еще и с этим бонусом на УЗ 30%, получает от этого всего щит и возвращается уже к нам на базу. И вражеские истребители свой урон пускают в его щит, что очень полезно. Также сразу от этого навыка и от следующего обновления напрашивается вывод о том, что если мы планируем играть этим офицером на бомбардировщике Liberty, то нам в допы очень будет нужно не сопротивление урону, а ОЗ, чтобы мы получали еще больше щит
чтобы он у нас как раз-таки мог впитать вот этот вот начальный урон от истребителей, которые в нас влетают. Вот. Очень важная штучка, и она именно сделана потому, что у нас такое обновление с фиксом бомберов выходит. Вот. Итак, переходим к тестам, и дальше будем делать выводы. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so on, you're gonna be hurting bad. Cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad. I stay strong, you will never see me crack. And if you get in my way, you gonna feel the wrath. Gotta say it to my face while he's looking back. Mirror breaks after math, when I hate I attack. And when I feel like this, I'm immortal. 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 Don't be scared. Just level up. Don't be scared. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love.
I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start. А здесь сейчас будет интересный тест, который мне пришел в голову. Я буду делать несколько бомбардировок подряд, пока я не убью вражеские войска. И я буду тестировать, какая сборка убьет вражеские войска быстрее. Задира плюс Золотая Фея, либо Задира плюс Одинокий Орел. Для чего я это делаю и откуда у меня вообще такая мысль? Дело в том, что у Золотой Феи есть очень интересный навык, который сокращает у нас время бомбардировки, точнее дистанцию между бомбардировками, да, временную, на 35%. А значит, что при использовании еще нового офицера суммарно у нас время между бомбардировками сокращается в половину. По умолчанию у топового бомбера это время 8.1 секунда. И минус половина это значит 4 секунды, 4.05. И даст ли... Но при этом Золотая Фея имеет намного хуже характеристики, естественно, чем Одинокий Орел, который будет в тесте, или другие офицеры. Вот. И, собственно, это тест для того, чтобы выяснить, наша скорость бомбардировки, она сильно ли повлияет на наш ДПМ, или нам намного лучше, намного полезнее будет все-таки использовать Задиру плюс Одинокий Орел. В конце теста вы узнаете, что все-таки лучше. Этот тест изначально бредовый, странный, но мне было очень интересно. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life do what you want. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want.
a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. And I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. I don't have to plan it, I can go change my fate. You won't understand it, all alone, that's okay. People I can't stand them, they don't want me to change. Keep me where I'm standing, and I don't wanna be where I am. And I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. And I don't wanna let myself down, myself. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it. And I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yeah, don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. My whole life I just want. Итак, вот мы дошли до момента, собственно, и истребитель, который на нас напал, нас выиграл, несмотря на то, что у нас есть навык на 35% интенсивности урона. То есть вот он сейчас добьет, то есть ничего абсолютно не менялось, все как в прошлом тесте, только в том мы нападали, а в этом нападают на нас. Итак, давайте еще раз посмотрим навык, что он нам дает. Почитаем. При нападении на вражеские войска. Вот, в этом и вся суть. То есть он начинает у нас работать, только если мы напали на вражеский истребитель, тогда он работает. Если мы в защите, просто у нас самолет висит в воздухе, и кто-то напал на нас, то этот навык даже не включится. Вот, для этого нам надо будет выйти из боя и опять, напасть на врага. Вот так. Что довольно интересный навык. Но, опять же, играя с ним, надо всегда обязательно следить за своим истребителем. И желательно иметь хороший истребитель, и на котором вы играете, чтобы летать по карте, на кого-то нападать. Вот, в общем, вам надо летать, самим нападать, и тогда будете получать этот бонус урона.
Итак, какие выводы мы можем сделать? Офицер хороший, супер, это имба? Однозначно нет. Но для аккаунтов, которые играют только воздух, или людей, у кого бомбардировщик это основной юнит или один из основных юнитов его сборок, это однозначно будет полезный офицер. Вот, особенно воздушные аккаунты, где только играются истребители и бомбардировщики, конечно, это нужно. Потому что урона все-таки больше. Не сильно больше, но больше. И плюсом к тому, что у нас этот офицер вместе с одиноким орлом выдает больше урона, так у нас еще и бонус к эффективности бомбардировки. Это эффективность бомбардировки, это то же самое, что перезарядка на наших пушках и так далее. Это запас времени, который проходит между бомбометаниями. Вот, как у нас написано. И это снижается на 15%, что как бы тоже очень хорошо. У вас будет больше шансов убить вражескую группу той же арты, например. Она не успеет разъехаться, и вы по ней уже шлепнете второй раз. Ну, как бы на это у вас будет больше шансов. Вот, для китов это, конечно, это еще больше усилит китов, потому что этот офицер не настолько имбовый, как будто бы, чтобы его прокачивать фри-то-плей, но при этом просто киты получат еще больший бонус, так скажем. Но это мое мнение, очень субъективное. Вот. По навыку. Вот этот интересный навык, который мы протестировали, его можно расшарить на любой другой бомбер, но большого смысла я в этом не вижу, и попозже объясню, почему. На истребителе этот навык также расшаривается, но работает только исключительно в атаке. То есть, если ваш истребитель завис в воздухе, и к нему кто-то подлетает, враг какой-то, и начинает на вас нападать, то этот бонус не работает абсолютно. Поэтому тоже качайте этот навык, чтобы расшарить на истребитель, только для очень активных игроков, возможно, которые играют, опять же, только воздухом, у кого это основной юнит, которые все время на кого-то нападают, возможно, да. А во всех остальных случаях, если там у вас какой-то рядовой истребитель в альянсе, и вы там его кинули просто куда-то, там вам сказали, там, не знаю, над артой закинуть истребитель, и, в общем, вы не так, чтобы активно играете, то вам этот навык, конечно, не нужен, потому что он у вас будет прокать далеко не всегда, и тратить на него 180 статуй донатного бара как будто бы дороговато, конечно. Тем более мы будем ждать новых офицеров 5-го поколения бесплатных, на истребители, возможно, тоже на бомбардировщики. И там мы будем ждать сколько? 25-30% интенсивки. И будем уже их, наверное, и вешать на наши собственные истребители и так далее. Вот этот навык категории особый. Очень интересный навык. И как будто он очень хорошо подходит тем, у кого есть бомбер, у кого уже есть поставлены допы на интенсивность урона от каких-то офицеров. И как раз таки в категорию особый, то есть во вторую ячейку, этот навык зайдет просто прекрасно, потому что это увеличит вашу, так скажем, уменьшит время вашей общей бомбардировки. То есть у вас время между каждым бомбометанием сократится на 15%. И еще его Z поднимется на 30. Я считаю, это очень хороший доп-навык, который можно вешать на любой бомбер и кайфовать от этого. Вот. Такие выводы. Все. Всем спасибо.